Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня я покажу вам коллекцию сердечных шкатулок. Шкатулки в форме сердец. Это часть коллекции, но это самая лучшая часть. И то, что в моей коллекции есть в этой серии, я вам покажу. В прошлом видео показывала вот эту уникальную вещицу, шкатулка трансформер. Это шкатулка брошь. Кто подробно хочет посмотреть, посмотрите прошлое видео. Очень интересная история этого бренда. В общем, эту шкатулочку я вам уже показывала, и останавливаться на этом сегодня не буду. Продолжу свой показ шкатулок в форме сердца с этой шкатулки. Это шкатулка таблетница, перегородчатая эмаль, очень красивый цветок и основная часть рисунка выполнена как в стиле гальёш. Кто знает, поправьте, пожалуйста. Это на фигурную основу накладывается эмаль. В общем, вот такая чудесная таблетница в отличном состоянии. Здесь у меня очень мелкие серьги-пусеты. Вот с таким покрытием это Avon. В общем, миленькие такие пусеты, серьги я люблю держать именно вот в таких мелких шкатулках. В отличном состоянии шкатулочка сама. Ну, начну с самых мелких. И одна из мелких, но очень любимых мною шкатулок. Вот такая, видите, она имеет повреждения, но как, скажем, я думаю, что невозможно было сохраниться длительное время. Это винтажная шкатулка с вот таким дутым объемным бантом. Это стекло. Рисунок по краю сохранился хорошо. Здесь есть такие подставки. И это голландская, по-моему, шкатулка. Виктория. Кто знает, напишите. Я тоже эту шкатулочку вам показывала. Нежнейшая просто работа. Ручная вот тут дорисовка, розочки просто великолепные. И, конечно, жалко, что вот есть скол на самом большом таком красивом бантике. Ну, в общем-то, куда от этого деться. Ну и, конечно, я по ходу буду показывать вам, что в этих шкатулках у меня хранится. В этой шкатулке вот такая камея. Подвесочка, тоже винтажный возраст эта подвеска имеет. И я вам ее тоже показывала, шкатулку беру в сторону. И поподробнее остановлюсь именно на этой чудной подвеске камеи. И здесь есть маркировка. Так, минуточку. 12 карат золото. Кто-то меня поправил, что это позолота. Но часто встречается именно золото вот в таком, с такой маркировкой. Либо 14 карат, либо 12 карат. Но камея на стекле. И я, когда впервые нашла вот эту подвесочку, я подумала, что это цветок почему-то, да. На самом деле это вот женский образ. Очень такой красивый. Причем сам образ выполнен с такой как бы подложкой или подсветкой, как будто в момент перемещения он меняет оттенок, этот образ. Такая красивая вещица. И кристаллик такой чудный на одной цепочке. В общем, в эту же шкатулочку эта подвеска и отправляется. Ну, следующую шкатулку буду брать все, что поближе. Это шкатулка деколь с дорисовкой. Красивый очень букет роз. И это такой часто встречающийся часто встречающийся вот такой мотив цветочный. Вот там гремят украшения. Конечно, я вам их покажу. Это китайский, по-моему, китайский фарфор. Да, это китайский фарфор.
И английская шкатулка из китайского фарфора. Вот так, потому что в комментариях тоже часто задают вопрос, как так, написано Китай, но это именно маркируют так именно китайский фарфор. Вот так красиво выполнена сама эта кайма у этой шкатулки. Ну, красивущие просто. И в этой шкатулке у меня серьги. Тоже винтажные. Сейчас покажу. Долго не буду останавливаться на содержимом шкатулок, потому что я вам эти украшения уже показывала. Очень красивая эмаль. Ой, смесь с перламутром. Так, минуточку. Смесь с перламутром. Очень красивая такая. По-моему, да, есть маркировка. Очень красивые серьги. Иногда их надеваю. Made in USA. В общем, американская бижутерия очень качественная. И, в общем-то, пользуется тоже моим уважением и спросом на американскую бижутерию. Я надеюсь, вы тоже уже в курсе всего этого. Так, и следующие серьги, пусеты. Хотя нет маркировки, но есть вот подложка под маркировочку. Сейчас, может быть, ошибаюсь. Нет маркировки, но сама площадка для маркировки есть. Это вот такие сердца. Тоже пусеты. И что приятно, то, что они на разные ушки, то есть отличаются правые и левые. Сейчас поближе покажу вам. Такая чудная сердечная композиция. Мне нравится. У меня вот в подобной технике много сережек, ну, как я их называю, как чеканка, в стиле чеканки, да. Тоже есть и крупные круглые подиумные, тоже очень красиво. Ну, отправляются они в эту же шкатулку. Думаю, что вполне себе так. Тематически я уже начала как бы собирать коллекции по темам. Пыталась собирать украшения по компаниям известным, но, как правило, это затрудняет поиск. Например, если какое-то украшение хочется отыскать, то по компании, в общем, поиск не совсем удобен бывает. Так, следующая шкатулка. Это вот такая, как свадебная. Тоже очень нежная, красивая. Так, здесь тоже есть маркировка. Это 1987 год. Румыния, по-моему, что-то вот такое вот. Ну, то, что указан год, уже хорошо. 87 год, 1900. Это уже глубокий винтаж и такая милая шкатулка. Ну, редко встречаются шкатулки, украшенные такими жемчужинами. Так, и в этой шкатулке тоже украшения. Так, вижу, что это совсем не сердечная тема, но это трифари или трифари с копирайтом. Почему-то в этой шкатулке оказались вот такие серьги-клипсы. Это одна парочка. И следующая пара. Вот эти я надеваю иногда. Нравится именно вот такое, вроде золото, да, но такое матовое, сдержанное и очень такое замысловатая форма сердца, ну, что выглядит очень хорошо, современно. Так, здесь нет маркировки, по-моему. Маркировки нет, но вот обратная сторона вот так выглядит. Ну, как тема сердечная тоже, думаю, подходит. Здесь вполне они себе уместны. А эти серьги трифари я, наверное, переселю в другое место. Так, следующая шкатулка. Я вам ее показывала. Просто великолепный сюжет. Ангелы. Очень красивый рисунок. Конечно же, это деколь с дорисовкой. Через камеру видно хорошо пиксели вот эти вот как точечками выполнены. И также видно хорошо сама дорисовка. Вот так боковая часть этой шкатулки выглядит. И она тоже имеет маркировку. Не убрала еще
цену, за которую она мне досталась. Как видите, цена совершенно смешная. Так, и это Трейси Ред. Я не знаю, что это такое. Жанет. В общем, думаю, что что-то, возможно, Италия, что-то вот такое. Мне может это навеять. Я не могу ошибаться. Кто знает, если поправьте. Очень красивая шкатулка. И здесь вот такой розарий, да, меня поправили. В прошлом видео показывала. Посмотрите прошлое видео. Вот как бы религиозную тему я именно вот в эту шкатулку определила. Я думаю, что тематически они как-то более-менее подходят друг к другу. Так, следующая шкатулка. Это вот такая, лебедь. Все знают, что лебедь – это символ Сваровски, но что-то думаю, что до Сваровски тут, как говорится, далеко. Только лишь вот сама тема лебединая. Она такая шкатулочка. И здесь у меня, простите, вот такие 80-е годы, украшения из 80-х, я их называю. Тут какие-то пусеты мелкие. И вот подобные украшения, подобные серьги я саморучно делала из подручных материалов, а это вот я купила, нашла где-то в мешке на свалке. Думаю, что это тоже handmade, но именно как раз вот в стиле 80-х. Какие-то детали пластика нарезаны, такого цвет слоновой кости, айвори. Такой оттенок. А вот подобные серьги я саморучно делала, то есть пуговицы брались красивые, пластиковые, горячим ножом срезалась сама вот эта петля, и путем, ну здесь вот я вижу наклеено вот эта вот деталь, а я просто, как это называется, от массажной расчески вот этот вот стерженек, гвоздик накаливала над огнем и просто впаивала вот в пуговицу. И вот тоже получались вполне себе приличные. Ну вот то, что навеяло из 80-х, ну, честно говоря, не по теме. Эти украшения находятся в этой шкатулке. Думаю, что надо их как-то переместить в другое место. Но пока видео закончится, перемещу. Так, следующая шкатулка, это натуральный камень, из подобного камня тоже украшений много. Кто-то мне писал, как называется, не мыльный камень, ну забыла, мои дорогие, название камня. Кто знает, помнит, напишите, пожалуйста. Есть вот разные темы. Вот я сегодня показываю вам именно шкатулки в форме сердец, а есть и круглые, ну разные формы практически. И здесь у меня что? Здесь у меня вот что. Это такая подвесочка. Колье, не колье, ну, в общем-то, что-то такое. И вот такой кулон. Ну, вот этот кулон интерес больший вызывает мой. Это металл, непонятно, но очень такая символика интересная. Это символика, причем, знаете, это рыбы. Вот я с первого взгляда не определила, а это, видите, две рыбы. Это что-то такое морское. Я думаю, что здесь проверяли на золото, видите, и поэтому пошла патина. Ну, в общем, не золото оказалось. Так, ну и давайте идем дальше. А дальше вот такая шкатулка. Красивая, очень такая нежная, розы. Причем в таком стиле минимализма, да, нет никаких расписей, не цветная, просто выбитые розы. Крышка очень красивая на самом деле. Такая, опять-таки, в оттенке слоновой кости, в таком красивом цвете. Так, сейчас хочу посмотреть, есть ли маркировка. Да, здесь есть маркировка Made in Taiwan, но я думаю, что тоже винтажный возраст эта шкатулка имеет. Здесь собраны броши, тоже в форме сердец. Броши, думаю, что стоит показать поближе, поподробнее, потому что броши тут собраны интересные.
Правда, я их вам уже показывала, но это вот брошь-сочетание матовая и глянцевая поверхность. И так, здесь, по-моему, нет маркировочки. Если маркировку увидите, мои дорогие, напишите, пожалуйста. Буду брать постепенно. Вот такая чудесная брошь. Мне вот эта брошь очень нравится. Я, честно говоря, уже забыла, где она у меня. Оказывается, вот где. Гранатовое стекло. С первого взгляда кажется она такая прям изящная, не крупная, но очень красивые кристаллы. Причем переход от гранатового оттенка к розовому и заканчивается прозрачными кристаллами. И здесь тоже маркировки нет. Но я, кстати, вот эту вот брошь, по-моему, находила, и она указывается как Avon брошь. Потому что тоже я показывала, и перед показом каких-то новых украшений, которые я покупала, или которые я нахожу, и потом информация появляется, я вам стараюсь дополнять эту информацию. Так, следующая брошь вот такая. Сердце с бантом, опять гранатовое стекло. И здесь есть маркировка Avon тоже. Ну, видите, компания Avon часто заказывала у различных производителей и дизайнеров именно тему сердец. Это вот такая великолепная брошь. Стараюсь побыстрее показать, чтобы успеть и не затягивать особо видео. Вот такая брошь, тоже минимализм. И здесь есть, вижу площадку для маркировки, но самой маркировки нет. Смотрите, видите, площадочка есть, а маркировки как таковой нет. Ну, так тоже бывает. Следующая брошь вот такая, ну, типа с претензией, да, я думаю, что здесь есть маркировка. Так, тоже маркировки не вижу, но брошь такая интересная. Тоже на разном оттенке одежда будет выглядеть по-разному, чем в принципе отличаются вот эти вот все броши в форме сердец. Так, здесь игла расстегнутая, застегнуть нужно. Опять-таки маркировки нет. Опять есть площадка для маркировки, вот тут видите, площадочка есть, а самой маркировки нет. Ну, тоже вот такая вот классическая брошь. Вот коллекция брошей сердечных такая. Ну, это, конечно, не полная коллекция, но то, что вот в этой шкатулке было. Думаю, что шкатулка крупная, броши здесь хорошо себя чувствуют, поэтому пусть тут и остаются. Так, а мы идем дальше. Это, конечно же, еще не все. Моя любимая шкатулка, это, конечно, вот это. Это опять деколь с дорисовкой. Кстати, вы знаете, вот здесь как-то не видны вот эти вот пиксели. Посмотрите. Такое ощущение, что это отпечатанный и дорисованный рисунок. Красивый очень. Опять на молочном фоне, на цвете слоновой кости. И здесь у меня кошки. Моя любимая коллекция кошачья. Ну, хочу сразу, вернее, подробненько показать вам саму шкатулку, потому что милейшая шкатулка в таком английском стиле, просто великолепная. И это Микаса, моя любимая Микаса. У меня есть и вазы от Микасы, это Джапан, опять-таки это китайский фарфор. И просто великолепная шкатулка. Ну, а содержимое этой шкатулки еще более великолепное, потому что здесь мои любимые кошки. Так, по-быстрому покажу вам, да, потому что будете спрашивать, а что, почему не показали. Так, ну, первая брошь вот такая. Кстати, вот эту брошь, когда я нашла в каком-то из пакетов, по-моему, тоже все со свалки, мои дорогие, все со свалки. Я подумала, что здесь не хватает кабошона какого-то. Потом нашла в интернете, увидела, что так оно и было. Вот такая задумка автора. Буду сюда складывать. Вот эту брошь. Хэллоуин. Кошка на тыкве. Тоже вам показывала. И это, по-моему, GG. Да, вот есть маркировка. Расстегнутая брошь, тоже из многих,
из нескольких, скажем, деталей собрана. Я очень люблю броши такие вот, собранные из нескольких деталей. И здесь такая кошка с зелеными глазами. Может быть, кот. Так, следующие. Вот это тоже брошь меня смутила, когда я ее нашла. Так, сейчас маркировки нет, сразу смотрю. Ну, думаю, что сейчас в показе это не так важно. Нашла, я подумала, что здесь нужно заполнить что-то и какой-то кристалл, либо что-то вставить, не хватает. Нашла в интернете, оказалось, что так оно и было. Именно смысл в том, что просвечивается одежда, и здесь вот именно тут оттенок, который предположительно бы и самым идеальным был. Тоже красивая очень эмаль. Такая брошечка себе. Так, следующая, это моя любимая тема, и это серьги. Как я про них могла забыть? Как я могла забыть про такую красоту? Где есть вторая, да. Это серьги я нашла, по-моему, это Avon тоже. Или могу ошибаться, хочу. Найти маркировки нет, но чудные кошки, просто великолепные, с мечами. Великолепные. Как-то я про них забыла. Нужно их все-таки на какое-то более близкое место положить. Великолепные кошечки. Так, идем дальше. А здесь вот совсем не кошка, а скунс как-то сюда попал. Ну, думаю, потому что как бы животные коллекции у меня не так много. А это эмаль черно-белая, просто чудная вещица. Ну, скунс пусть будет. Тоже красивое животное. И моя любимая кошка. Это вот такая белая, просто белая эмаль. Шикарнейшая брошь. Маркировки тоже, по-моему, нет. Угу. Посмотрите, какая она великолепная. Она такая тяжелая, она объемная, то есть она не плоская. И вот такая, ну, я думаю, что это не кошка, а кот, скорее всего. Такой какой-то хулиганистый котяра. Также в эту коллекцию попал и вот этот лев на шаре. Это натуральный камень. И это так, маркировка, по-моему, есть где-то, я находила. Так, не вижу сейчас. Ну ладно, не буду на этом останавливаться. Вот такой чудный лев на шаре. Цирк похоже, да, зеленые глаза. И он такой весь, вы знаете, объемный. Такой крупный, красивое броширование. Удивительно, почему я не нашла маркировки на этой броши. Ну, в общем, как-то так. Если видите, напишите, пожалуйста. Но брошь чудесная. Такой лев. Да? Лев на шаре. Пусть тоже с нами вот так будет. Следующая вот такая корзинка с котятами. По-моему, тоже маркировки нет. Но такая корзиночка пин. Так, следующая. Ой. Вот такая чудная кошка. Тоже в такой же технике. Я думаю, что это подружка скунса. Они, посмотрите, как они похожи. То есть эмаль, техника исполнения похожа. Здесь вот у скунса, видите, рот ну, как бы просвечивает, да, не сплошной. Здесь у кошечки тоже вот такие элементы интересные. И, конечно, это винтажная кошка. Это я показывала вам в своих прошлых видео как колье, подвески. Именно в технике, когда металл покрывается белой эмалью. Это цепочки могут быть, вот что-то такое. Да, и вот жирафы тут тоже оказались. Почему, не знаю. Ну, я так решила, что все животные, какие попадались, я их складывала в эту большую шкатулку. Ну, такая парочка жирафов. Так, следующая это вот такая кошка. Ну, вот какая она красивая. Это зажим для платка. Кто-то мне писал, что это может быть закладка для книг. Вполне как вариант может быть. Но такая красивая, тоже в технике чеканки. Маркировки нет, но тоже красивая вполне кошечка. Так, здесь вот это что? Думаю, как это сюда попало. Посмотрите, а это на самом деле кошка. Лежит, и такой хвост у нее весь в мелких
Нет, это не кристаллики, а именно просто оттенок белого металла. Так расположился удачно. И здесь есть маркировка. Так, и это Avon. Ну вот, Avon тоже любила и любит, похоже, украшения в кошачьей темы. Так, здесь, ой, какая чудная кошечка. С жемчужиной. Вот про эту брошь я как-то забыла. И, в общем-то, незаслуженно забытая оказалась эта брошь Пин. И это, по-моему, тоже Avon. Так, и да, это тоже Avon. Угу. Брошь Пин очень красивая. Такая тяжелая, прям качественная. Так, не знаю, чем закончить. Ну ладно, буду все подряд брать. Тоже какая чудная брошь. Оригинальность просто, да. Хвостик при движении будет двигаться у кошечки. Да, великолепная. Кристаллики на месте, но есть потемневшие. Очень красивая, тоже без маркировки, по-моему. Ну, красивая такая брошечка. Так, ну и напоследок вот такая. Все, шкатулка эта опустела. Вот такая с красными глазками, с бантиком. Кошечка винтажная. Так, по-моему, тоже маркировки нет. Мои дорогие, вот такой сегодняшний ролик получился. Напишите свои впечатления. Кошачья коллекция идет опять-таки в эту шкатулку. Меня все устраивает. И надеюсь, что будет она пополняться. Всех люблю, целую и обнимаю. Жду ваших впечатлений. Пишите обязательно в комментариях. Обсудим сегодняшнюю мою коллекцию сердечных шкатулок. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.